Всем привет! Это очередной выпуск «Науки побеждать», и сегодня мы со слайдом разберем карту Прохоровка. В тактическом плане Прохоровка самая простая карта в командных боях. Чтобы выигрывать здесь, не нужно заучивать много разных стратегий, но обо всем по порядку. И начнем с первой базы. Это та, что сверху. Стандартный разъезд нашей команды выглядит следующим образом. Один брелок отправляем в С9. Отсюда он светит деревню и спуск с горы. Другой в кусты на Е1, на подсвет аллеи. Все тяжи едут в Е5, Е6. А вот для 90-ка есть два хороших варианта разъезда. Во-первых, это куст в Е6. Пока наш светляк здесь, ни один вражеский тяж или ПТ не пересечет ЖД-переезд незаметно. Но далеко не каждая команда отправляет свои восьмерки за ЖД. Поэтому другой хороший вариант — сразу после начала боя ехать на 90-ки в Е4. Отсюда наш разведчик подсвечивает весь центр, в том числе и шестую линию. Кроме того, если кто-то из врагов поедет на аллею, то с большой вероятностью он также попадет в засвет. С начальным разъездом разобрались, теперь на конкретных примерах посмотрим, как развивать свои атаки. Начало боя. Скажем прямо, состав соперников не самый подходящий для этого игрового режима. Скорее всего, новички. А новички, вне зависимости от карты, часто делают одну и ту же ошибку. Разделяют восьмерки, что в командных боях крайне опасно. Отправляем 90-ка в Е6. Он подсвечивает пару танков на переезде, но стрелять по ним не спешит. Важно дать вражеской технике нырнуть за ЖД, что соперники и делают. Мы знаем, что в центре осталось не больше 3 восьмерок. Рашим и легко уничтожаем их. Добить оставшихся врагов уже не проблема. Иногда за ЖД едут все вражеские восьмерки. В такой ситуации важно нанести сопернику как можно больше урона еще при первом засвете. Стреляем 90-ком, делаем залп тройками. Не ждем, пока враги успеют заехать на гору или занять удобные позиции внизу. Пускаем француза вдоль ЖД. По пути он подсвечивает всю седьмую линию, а из J7 еще и подъем на гору. 90-к не только светит врагов, но и разворачивает на себя башни, а тяжи в это время спокойно разряжаются издали. Получаем преимущество в пару танков, перезаряжаем барабаны и идем в атаку. Игра сделана. Другой пример. В составе вражеской команды есть борщ. Самые популярные места ПТ — кусты у ЖД переезда, а также куст в К5, но нередко ПТшки ездят и на аллею. Пускаем 90-ка в Е4. Он подсвечивает практически всю вражескую команду. Не обращаем внимания на тяжи и стараемся уничтожить Борсига. В этом бою не вышло, но не беда. Зато мы получили очень ценную информацию. Враг разделил силы, нам нужно рашить. Отвлекаем врагов 90-ком, а сами рашим тяжами. Тройки впереди, сотки за ними, 90-к в это время заходит с фланга. 4 вражеских тяжа уничтожены. Добить ПТ уже не составляет труда. На этом примере может показаться, что все просто, но это не так. Есть одна важная деталь. Все наши танки не должны останавливаться в центре на возвышенности. Нужно нырять в низину, прямо к вражеским тяжам, чтобы спрятаться за холм от ПТ. Не забывайте это. А вот и следующий пример. Играем против 5 тяжей. Наш разъезд такой же. 90-к дает первый свет из Е4. На этот раз все вражеские восьмерки едут в центр. У противников больше очков прочности, мощнее орудия, и скорее всего они собираются рашить. Но зато у нас есть светляк. Он дает ранний свет, делает пару выстрелов и уходит на перезарядку. Пока соперники развернули башни на француза, по ним успевают разрядиться наши тройки. За счет первого света и хорошей стрельбы мы получили преимущество по очкам прочности и отбили у соперника желание рашить. Но для победы этого еще мало. Продолжаем светить 90-ком, танкуем тройками, страхуем сотками. Ждем подходящий момент и идем в атаку. Делаем все по науке побеждать. И побеждаем. Гораздо сложнее придется, если у вражеской команды тоже есть быстрый светляк. При таком раскладе 90-ку лучше не останавливаться в центре. Нужно осторожно светить в движении и при этом стараться выманить вражеского светляка под стволы наших тяжей. Если получится, то мы лишим противника глаз и практически обеспечим себе победу.
Если уничтожить светляка не удается, то продолжаем осторожно светить 90-ком и танковать тройками. Рецепта победы тут нет. Все зависит от личного мастерства танкистов, а порой и от удачи. Ехать в атаку в такой ситуации крайне опасно, но играть на ничью нам тоже не хочется. Стараемся получить преимущество по очкам прочности. Хороший фокус, хорошее прикрытие и очень сложная, но все-таки победа. И напоследок разберем еще один показательный бой. У соперников нет брелков, они играют впятером, но состав очень опасный. Как же вскрыть такую оборону? Тут главное не лезть на рожон. Самое время использовать Т-первых. Одного осторожно продвигаем по зеленке, а другого пускаем через деревню. Он в наглую едет по 7-й линии и рентгенит врагов УЖД. Пара танков прикрывают его, а остальные работают по его свету. Спокойно разбираем удобные цели и даже не получаем урон в ответ. Хороший урок для тех, кто брезгует брать в команду брелки. Что ж, об игре с верхней базы на этом все. Но есть еще нижняя база, скажем пару слов и о ней. Начальный разъезд со второй базы практически зеркален разъезду с первой. Один брелок отправляем на гору, другой в куст на G2. Все тяжи едут по 5-й и 6-й линиям. 90-ик подсвечивает GD переезд из F6, либо светит центр и аллею из F3, F4. Если замечаем, что соперник разделил силы, рашим удобное направление. Если нет, светим 90-ком и танкуем тройками. Игра с нижней базы практически идентична игре с верхней, поэтому повторяться мы не будем, а просто озвучим главное. Хотите выигрывать на Прохоровке чаще, не отправляйте свои восьмерки за переезд или на аллею. Это грубые ошибки начального разъезда, к сожалению, довольно распространенные. Опытные команды воспользуются ими, поэтому не испытывайте судьбу. А у нас на этом все. Подписывайтесь на наш YouTube канал, а также на канал Слайда, и сможете смотреть еще больше интересных видео о танках. Всем пока!